Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Согласиться нельзя остаться. Период ретроградного Меркурия с июля по ноябрь. События до конца года. И если мы говорим Сатурн, это суровый учитель, а ретроградность, это значит какая-то ситуация у нас либо мы не можем что-то осуществить, или она застряла уже в предыдущий период времени. Это может ощущаться как какой-то застой дважды, или какое-то дежавю, когда мы никак не можем воплотить что-то в жизнь. И вроде бы оно движется, но с такой скоростью улитки, когда кажется, этого не состоится, это не будет, не произойдет всегда. Но если мы говорим о переменах каких-то, или ведь все равно по Сатурну мы организовываем как-то свою жизнь, и с учетом остальных планетарных событий, и тем более мы не можем не учитывать тот факт, что у нас Плутон будет как раз уже в ноябре окончательно в Водолее. Новая эпоха Водолея – это уже именно с приходом окончательным Плутона в знак Водолей начнут происходить какие-то события, которые будут продолжаться и в 2025 году. И вот мы вот это колесо истории, какой-то свой огромный, представьте, маховик судьбы, который словно застрял. Или его сложно привести в движение. Нам придется в это движение его приводить. Наша задача запустить это колесо собственной судьбы, чтобы все системы заработали. Опять же, Сатурн – это система, это организация. И заработали в унисон обстоятельств. Не совсем с учетом, как мы этого хотим, или какими методами, а нам придется учитывать либо наше окружение, или мы его будем менять, либо нам придется учитывать вообще обстоятельства. Может быть, и обстоятельства непреодолимой силы. И этот период не в один месяц, но нам нельзя оставить без внимания что-то очень важное. Ведь этой рулетке еще предстоит, преодолевая какую-то заскорузлость или ржавый скрип, начать движение. От этого будет зависеть наше качество жизни. Мы будем определять, согласиться нельзя или нельзя остаться. Давайте мы узнаем на картах Таро, как карты видят энергетику этого периода, события до конца 2024 года, поскольку ретро-Сатурн, он уже с 29 июня ушел в ретро-движение. И, по сути, это то, что по ноябрь, то, что нас может вернуть, или какую-то историю мы должны завершить, или как-то по-новому, может быть, нам придется с чем-то взаимодействовать, или то, к чему мы стремились по-новому организовать, с учетом того, какие возможности у нас вообще присутствуют. И на колоде карт добра давайте мы узнаем эти энергии. И первая карта у нас будет называться «Неожиданности», то, что со знаком минус. И вторая карта, что для вас как раз будет как в помощь. Или в чем ваша сильная позиция будет, мои дорогие тельцы, до конца года. И 3 события, может быть, как сферы жизни, где вам придется вносить коррективы. Или чего же будет касаться колесо вашей судьбы, вашей личной истории, может быть. Итак, неожиданности, король воды. 2 направления, которые вам придется, ну, если не объединить, то какую-то свою канву разработать, или новую стратегию, или вам придется быть где-то среди 2 энергий. Первое – это деньги, второе – это личная жизнь. Совместить одно и второе. Совместить чувства и рационализм. Совместить, может быть, и, если мы говорим деньги, материализм, конкретику какую-то с тем, что просит ваше сердце, ваша душа, на что это откликается, с вашими чувствами. Не говорят нам, что это будет легко. Мы ведь рассматриваем именно как препоны, преграды, все-таки неожиданности. Я сказала со знаком минус, а карта говорит, а нет того, что тебе бы мешало, дорогой телец. Но, скорее всего, организовывать, если мы про ретро-Сатурн, вам придется жизнь свою по-новому, причем в ключевых моментах. Все-таки личную жизнь как-то сбалансировать, и при этом
Не упустить, например, вопросы вашего личного дела или вашего бизнеса, вашего творчества, мои дорогие. Не наступить собственным намерением и планом на горло буквально, а может быть и где-то нехватка времени будет присутствовать, а вам все равно придется находить как бы для всего время. По этой карте король воды, если мы говорим про личную жизнь, это тот, который, ну, гармоничное где-то партнерство подразумевается. По этой карте подразумевается и романтика тоже, но вообще бережное отношение, как и к самому себе, так и к вашим любимым, к вашей семье или к вашему конкретному партнеру, может быть, семьи еще нет, каким-то отношениям. И бережное отношение к деньгам, мои дорогие, к вашим задумкам, планам. Вот все должно быть как бы скомпоновано в один прекрасный узор. Вот такая задача. Что же вам в помощь? Дуальная карта, по сути, она повторяет все то, что я только что сказала. По двойке земли, сделать сказку былью, например, можно и так сказать. Вы будете действительно на выборе. И может закраться та мысль, что я должен выбирать. Или мне сейчас отдать приоритет, что я где-то с головой ухожу в заработки, в работу, или я с головой ухожу в организацию своей личной жизни. У кого-то это может быть связано и с переездом тоже. Вам вообще, мои дорогие тельцы, хотим мы того или нет, вот часто бывает такой момент. Но даже если планетарно, вот какое-то перемещение, в принципе, причем по разным причинам. У кого-то из-за внешних обстоятельств, у кого-то это связано с работой или с личной жизнью, или с вашим желанием. Но передвижение какое-то предусмотрено. И здесь, если мы говорим, выпадает в этой колоде карт двойка пентаклей, это работа в радость, между прочим. Это сам по себе баланс между работой и отдыхом, мои дорогие, вот именно в этой колоде. Поэтому вам мало того, что согласовать личную жизнь и финансы, так вам еще себя самого надо организовать в первую очередь. Может быть, тогда этот баланс вы и найдете между отдыхом и работой, между вашей занятостью и, к примеру, каким-то вашим творчеством, тем побудительным мотивом, который заставляет нас идти вперед. А вообще очень приятная энергия. И если мы спросили про неожиданности, а вот каких-то серьезных старших арканов, которые как вам как препятствие, а не выпало. Но договариваться придется. Все-таки двойка земли, как если работа в команде или правильное взаимодействие, об этом и говорят. Ну вот теперь вам выпадает карта, не будет так, как раньше. Карта трансформация. Вы будете, действительно, тут вам Сатурн будет добавлять своих энергий в том плане, чтобы сделать, с одной стороны, какое-то дело, которое будет касаться именно лично вас, оформить его на бумаге, оформить юридически. И у кого-то это будет по части денег, какой-то организации, согласований с банками, у кого-то закрытие кредитов или наоборот, вы берете ипотеку, к примеру. А у кого-то это будет трансформация через личную жизнь, когда вы будете оформлять отношения. И тут тоже по-разному. У кого-то развод, у кого-то бракосочетание. Но трансформация неизбежна. Мы от нее не можем уйти. И действительно, уйти нельзя остаться. У кого-то так. Или по работе. Согласиться. Нельзя остаться. Вы будете выбирать. Но по 13-му аркану это само по себе время перемен. И нам говорят, и может быть будет то, что ты не сможешь изменить. Тогда смирись. Ну, есть в данности в нашей жизни, которые от нашего желания не зависят. Но есть и то, что в твоих как раз силах изменить будет, дорогой телец. Но это для вас очень важно. Может начаться что-то, как в одной области. Вот, посмотрите, одна из лучших карт в колоде на работу и на деньги. Но вот все-таки деньги не... знаете как, с одной стороны, это карта профессионализма. Уже как бы профессионализма и дальнейшего еще и роста. Это как переход на новый уровень в плане ваших заработков или в плане вашей работы, конкретно построения карьеры. И одновременно, значит, увеличение дохода. Вы не можете себя оставить на потом. Вы не можете какие-то денежные вопросы оставить на потом, думая, что они сами рассосутся или решатся. Но это карта силы, сильной позиции профессионала. Я хотела задать вопрос, чем дело кончится.
Давайте вот энергии посмотрим. И у каждого в своей области будет с чего-то начинаться трансформация. Может быть, она у вас уже идет, я думаю, где-то. Вы, слушая, глядя расклад, уже каждый думает о чем-то своем. Итак, чем дело кончится? Карта Император. И правда, вот все то, что я сказала, согласование в высоких инстанциях, оформление каких-то документов, по Сатурну проходит власть. Так вот, у кого-то с представителями власти необходимо, может быть, встретиться или узнать, или это могут быть какие-то новые знакомства, изменение статуса, мои дорогие, через личную жизнь, как человек, император. Это можете быть вы сами, мужчины, если меня смотрят, потому что вот из какой-то неразберихи, из какого-то хаоса, тут действительно Сатурн призывает организовать свою жизнь совершенно по-новому, пройти достойно эту трансформацию. И это ведь сильная позиция. И если мы говорим про ваше окружение, мои дорогие, вам придется менять окружение. Я вам вот могу сказать, даже если вы чего-то подобного не планировали. Если мы не планируем, тогда судьба, как, знаете, случай, а не судьба. Но вот тут судьба – это то, что мы где-то можем корректировать, то, что мы можем где-то предвосхитить, исходя из наших желаний. А вот его величество случай – это то, что сваливается на голову. И оно, как какая-то накопившаяся энергия в пространстве из-за нашего бездействия. Или из-за того, что мы что-то не хотим отпускать. И тогда вот его величество случай может быть разрушителен. Поэтому будьте внимательны. Все-таки выйти навстречу судьбе – это не просто слова, а нужно самим, как будто видя, что сейчас происходят перемены, нужно пытаться отстроить или найти, по крайней мере, свое место безопасности или свое место под солнцем. Вот у вас дважды это просто сделать необходимо. Так, чтобы согласовывались и вопросы личной жизни, и вашего продвижения, и ваших заработков, и еще какой-то прогресс был наперед. Потому что вот это все включает в карту Император тоже. Император – это владелец своего пространства в первую очередь. Это символ, отчасти как и нового «я», так и новых возможностей, повторюсь, статуса, так и мудрый император знает, что две вещи, которые он не может изменить, это отношение людское, или их намерение цели, или их обещания и обстоятельства. И поэтому в зависимости от взаимодействия, с какими людьми у вас будет происходить, в зависимости от того, какие новости на ваш порог придут, и в зависимости от обстоятельств, вам придется корректировать планы, чем дело кончится. Но это все и ведет к тому, что совершенно другое качество жизни, чем же сердце успокоится, мои дорогие. Еще один старший аркан. Смотрите, у вас 3 старших аркана. По Верховной Жрице это та, которая все знает. Это карта интуиции. Не успокоится сердце. Вам придется продолжать балансировать. Ведь Верховная Жрица у нас изображена между двух колонн в классическом Таро. Одна колонна темная – это то, что есть на самом деле. А вторая светлая – это то, что нам демонстрируют. Или то, что мы видим. Так вот, темное имеется в виду увидеть подоплеку развития событий, увидеть причину и следствие. Да, какие-то документы, может быть, и оформить, или сделать ваше намерение, перевести его в плоскость, может быть, конкретно документальную, как бы застолбить, или себя где-то подстраховать документально, у кого-то ведь и так. Но видеть как 3D вариант, или считайте, как в каком-то объемном измерении те события, которые вокруг вас происходят, и одновременно свои возможности, вам придется вот в этих несколько непривычных энергиях, когда не все будет понятно, мои дорогие тельцы, проживать еще и последующий период времени. На этом не заканчивается, сердце не успокаивается. Может быть, это новое окружение, у кого-то вы будете находиться, может быть, до конца 2024 года, совершите какой-то важный переезд или переход по работе, и вы оказываетесь среди другого социума. И не будет быстро отстроена ваша какая-то позиция, к этому тоже нужно быть готовому. Давайте мы спросим карту совет. Старший аркан у вас. 10 чаш.
Десятка чаш – это по максимуму. Это карта счастья, это карта каких-то приятностей, счастливых событий, это карта благополучия, карта эмпатии. И, может быть, совершенно как-то по-другому себя трансформировать, свою жизнь организовать. Что бы тут ни происходило и извне, все равно так или иначе вас пространство подталкивает принимать какое-то решение. Оно для вас судьбоносно, необходимо, и оно к счастью. Второе событие. Восьмерка Земли – это вот как раз та восьмерка пентаклей, которая нам переворачивалась. Посмотрите, пентакли растут на дереве, а дерево, ну, напоминает альт или скрипку. Как будто вам предстоит сыграть какую-то замечательную, может быть, симфонию или сочинить, придумать свою музыку. Быть композитором, мои дорогие, собственной жизни. По сути дела, это вдохновение. Вот так выглядит. И вдохновение – это есть основа ваших заработков или увеличение финансового дохода. Поэтому для вас будет важен отдых. Вот это тут такой момент. По восьмерке мы должны сбалансировать отдых, иначе мы чувствуем себя опустошенными. Не взваливайте слишком много, не добавляйте себе работы, опять же, в ущерб отдыха. Почему? Потому что вам нужно идти все время вперед. Вот вы одну какую-то ступень проходите, вы не можете успокоиться по этой карте. Вы должны идти дальше, новую ступень, преодолевая, подниматься, как будто расти. И тут отдых совершенно необходим для того, чтобы эта музыка была прекрасна. Если мы уставшие, ни о каком вдохновении, согласитесь, речь вообще близко не идет. Но если мы говорим еще и об этой колоде карт, это может подразумеваться как получение знаний, какая-то стажировка и применение новых навыков. Ну, по сути, это тот самый рост, о котором я говорила. Чем дело кончится? У кого-то деньги в рост, у кого-то дополнительный доход. Чем дело кончится, мои дорогие тельцы? Радостью дело закончится, у вас что-то будет получаться. А чем сердце успокоится? Энергии очень благоприятные. Сердце не успокоится. Туз жезлов – это новый какой-то инсайт. Это тут действительно какая-то ступенчатость для вас, мои дорогие, предусмотрена, тельцы. Вам придется ступень за ступенью преодолевать, именно преодолевать и действовать как-то в новых условиях. Может быть, в новом статусе по работе, или вокруг вас произошли какие-то изменения, значит, для вас будут там тоже возможности. И куда себя применить, это тоже вот тот ступенчатый подъем на новую совершенно как площадку, или возьмите как плату в вашей жизни. И по тузу жезлов это ваши идеи. Ваши идеи, если мы говорили как раз о музыке, о творчестве, о вдохновении, которые вы можете реализовать в жизни. Поэтому тут что-то продолжается, мои дорогие, и ведет как раз к заработкам. Может быть, вторичный доход для кого-то. Уделите внимание, мои дорогие тельцы, как будто как минимум из двух источников должны приходить к вам деньги. У кого-то это могут быть деньги партнера, вот с учетом рыцаря кубков. И плюс какой-то ваш доход. А для кого-то из вас это ваша, может быть, работа и монетизация вашего творчества. Или вы начнете развивать свое ремесло. Тельцы всегда умеют что-то делать хорошо своими руками. Вот подумайте, как вы вот это умение, может быть, это вариант заработать деньги, ну а кто-то что-то выучит из вас совершенно новое. Именно для того, чтобы либо открыть свое новое дело, либо творчество как-то развить, либо вообще что-то кардинально новое, какая-то плоскость, может быть, которая связана отчасти с новыми технологиями. Давайте совет достанем. По части финансов, что? Вот ваша задача, смотрите, уйти от какой-то финансовой бреши. Буквально так. И при этом сохранить, с кем-то не поругаться. Чтобы не было недостатка во взаимопонимании. По сути дела, мы об этом уже с вами говорили, что вам придется сбалансировать личную жизнь, чтобы никто не обижался, например, что телец с головой ушел в работу и где-то там пропал навсегда. А партнер, к примеру, ждет, ну когда же это телец освободится. Партнер может прождать достаточно долго, но потом могут какие-то недопонимания быть. Вот по пятерке пентаклей, ведь пятерка это всегда недостаток.
Тут недостаток, как и по деньгам, должен быть как-то аннулирован, так и по взаимопониманию тоже. Вот этого не должно быть. Третье событие. Ух ты, еще один старший аркан. Искушение. Так выглядит в этой колоде старший аркан дьявол. Искушение, надкушенное яблоко и деньги. Страсть и деньги. Это все то, о чем мы сейчас с вами говорили. Действительно, два направления. Финансы и личная жизнь. И где-то, ну, по этой карте есть возможность заработать деньги. Есть как раз у вас сейчас Юпитер во втором доме гороскопа. Это финансы. И прекрасный период для того, чтобы свою стратегию финансовую вообще пересмотреть. Да, если есть минусы, значит, как-то нужно выходить из этих минусов. Если есть долги, рассчитываться с долгами. И уже не просто рассчитаться и расслабиться. Нет, вы не можете. Нам уже это сказали. А у вас, значит, должен быть какой-то дополнительный доход или больше приход по финансам. Вот эти вопросы продумать. И 15-й аркан как раз дает такую возможность заработать конкретные деньги тем или иным путем, причем законным. Вот. Помните, что 15-й аркан – это всегда большой шутник. Он, если видит, что попались мы на удочку его, он начинает свою игру, и тогда мы превращаемся в марионеток. Вот держите баланс. Опять же, возвращаясь к 5-ке пентаклей. Не должно быть как недопонимания с важными людьми в вашей жизни, любимыми, близкими. Так и не должно быть минусов финансов. Вам придется на все находить время от начала до конца. Об этом, по сути дела, нам говорят карты. И временами по 15-му аркану искушение, да. Ну, хочется сделать что-то, может быть, вот именно так, как мне бы мечталось. Может быть, будет и другой посыл. Я сейчас сначала одно дело что-то доделаю, а вот потом я переключусь на другое. А нет, тут нам про баланс. Баланс в собственной душе. Баланс в наших мыслях, ну и баланс в личной жизни. У кого-то из вас это может совпадать, может быть, с какой-то историей любви, когда сильная страсть, конкретно физиология. Это карта привязанностей и материальных благ, материального мира. И карта нам сразу дает совет. Не выходи за пределы допустимого. Иначе какая-то игра может перейти в опасность. Балансировать придется. Вот. Двойка земли. Не то, что вы можете отдать предпочтение чему-то одному, повторяюсь, а вам придется найти время. Как и для заработков, так и для личной жизни. Ну и как и для работы, так и для отдыха. Вот ваши две где-то как ипостаси, в которых вам придется находить этот баланс. Чем дело кончится? Давайте узнаем. Туз пентаклей у кого-то конкретное получение денег, да. Или часто это как зерно. Не случайно, посмотрите, как маленькие тонкие корни отходят от нашего пентакля, уже новые росточки. Это как раз один, единственный, как бы, да, в одном пока экземпляре пентакль, который мы посадим в землю, вырастет денежное дерево. Ну, вот где-то прообраз такой. Так вот, это ваше новое начинание потом, которые дадут добрые всходы. А для кого-то из вас конкретно может касаться отношений, когда отношения перейдут на новый уровень. Вот что-то такое, да. Вы сумеете до конца года либо оформить эти отношения, и тут по-разному, согласовать что-то. Также вы сумеете и свою стратегию успеха заложить. Да, нам говорят, это пока еще не результат. Это только самое начало. Вот. Но такое очень прогрессивное начало, чем сердце успокоится. А вот какое-то, посмотрите, это карта заслуженного успеха. Но надо рассчитывать на самого себя. Мы об этом весь расклад с вами говорим. И по 6-ке мечей придется брать на себя ответственность в некоторых вопросах. Придется преодолевать вот эти штормы, бури какие-то, да, это неизбежно. И на этом еще тоже не заканчивается, будет продолжение на 25-й год. Но вы закладываете фундамент. Вы учитесь жить, по сути дела, по-новому, в каких-то новых условиях, мои дорогие. А у кого-то, чем сердце успокоится, вы совершите переезд уже до конца 2024 года. И успех какой-то в любых начинаниях у вас будет. Карта совет.
какой успех у вас придет, мои дорогие, так будет и праздник после победы. Четверка жезлов. Правда, праздник, торжество, какое-то счастливое событие, что-то доброе, хорошее, светлое. Вы поблагодарите себя за правильно сделанный выбор, мои дорогие тельцы. Да, не будет просто, не расслабишься, это правда, но это того стоит. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.